Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я предлагаю формат беседы о событиях недели, которые были у нас после возвращения из Италии до пасхальных каникул, если вы следите за выходом видео на моем канале. Вначале, по традиции, хочу подчеркнуть, что я рада всем, кто смотрит это видео. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, поддержать его комментариями, лайками, жмите на колокольчик. В общем, все это, как вы знаете, большая поддержка для развития канала. Количество подписавшихся на канал выросло. Спасибо. И с момента моей первой такой вот просьбы это ощутимо. И на сегодня все-таки остается более 70% людей, которые смотрят канал, не подписавшись. Теперь я уже обращаюсь адресно к вам. Если вы время от времени хотя бы смотрите мое видео, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Это, как говорится, не является какой-то нагрузкой, но сделает приятное мне, как автору канала. Итак, я всех вас обнимаю, и давайте начнем по теме. В предыдущем видео я рассказывала о нашей короткой поездке в итальянский регион Пьемонт. В частности, в его административный центр, город Турин. Это происходило с 7 по 10 апреля. Включительно, мы успели вернуться до трагических наводнений и снегопадов, которые случились в городах, населенных пунктах, в регионе горной гряды Альп. Погода во время нашего путешествия была замечательной. А в день нашего возвращения в Женеву мы обнаружили, что она встречает нас прекрасной солнечной погодой и ярким цветением деревьев. Когда я проживала в Казахстане, особенно на юге Казахстана, в то время Джамбульской области, в частности, город Джамбул, а ныне Тарас. 18 лет наша семья, родительская семья, жила в этой области. И, конечно, это южный регион, и было цветение тоже весеннее, красивое, но это были в большей степени плодоносящие деревья, не считая таких цветов, как мы называем, цветущих кустарников, как сирень, бульданеш мы называли в то время, не знаю, как их, может быть, такое научное название. Все это есть и здесь, в Швейцарии. Но в Швейцарии просто цветущих деревьев и кустарников намного больше. И здесь есть своя швейцарская сакура. И я в видео вам это очень немножко покажу. Вернулись мы в четверг и торопились, потому что мы хотели провести время с нашей единственной неповторимой внучкой, потому что у нас 5 внуков и 4 это мальчики.
до начала ее занятий в школе. И так как после вот той операции, которая была у нее на ручке, в результате падения на лыжах в горах, хотелось пообщаться и порадовать подарочком малышку. Для девочек это даже очень скромных, это отличное лекарство. Так всегда поступали мои родители. Друзья, всегда очень интересно общаться с очень молодым, так сказать, поколением, узнать их вкусы, что актуально для них в разных сферах жизни. И вот я впервые посетила вместе с внучкой кафе, о котором не знала. И там мы выпили напиток, о котором я очень много слышала. Это зеленый растертый чай, матча. Его пьют и холодным, и зеленым, и даже можно с молоком. Все это мне было интересно. И впервые, потому что я, естественно, как блогер об этом много слышала, видела, но сама не попробовала. Так вот, впервые это произошло у меня с внучкой. Друзья, лучше, чем я расскажу, вы посмотрите видео нашей прогулки. Ну, а фотосессия бабушки и фотографии для нее любимой внучки – это, конечно, святое дело для истории семьи. Но очень приятно, что детишки относятся с любовью и пониманием вот к этой слабости своих бабушек, дедушек. Очень приятно. Ну, а мы отправляемся, как говорится, в город, о чем я ранее рассказала. Во вторник, 16 апреля, у нас была запланирована душевная встреча с прекрасной дамой по ее рекомендации в опять не менее прекрасном ресторане иракской кухни в швейцарском городе Монтрео. Коротко расскажу, почему мы хотели съездить в Монтрео. Я хотела прогуляться вместе с вами по прелестной, вот просто волшебной набережной в период весеннего цветения этого города и рассказать вам, как примерно в 1992 году впервые посетила Монтрео во время международного экспо профессионального телевизионного оборудования, которое в то время проходило в Монтрео один раз в 5 или 4 года, я уж сейчас точно не знаю. Эта поездка стала возможной, потому что уже в эти годы у меня было две телекомпании. Одна называлась ТАН телекомпания, вторая называлась ТАН Плюс. И это была совместная компания СП с частным турецким телеканалом Алты-6. На выставке в Монтрео ко мне подошла бывшая соотечественница, то есть казахстанка, Жибек, которая уже ушла из этого мира, в мир иной. И она была старше, конечно, безусловно, меня.
И она очень долгое время, еще с советского периода, после окончания университета, вышла замуж и уехала в Италию, в Швейцарию, где прожила, как говорится, большую часть жизни. И в 1900, немножко перескочила. И вот эта встреча, она для меня в какой-то степени была судьбоносной, для моих детей в большей степени, потому что она предложила мне поездку в горы, познакомиться и посмотреть швейцарскую школу-интернат с американским уклоном, да? Но после вот этого визита, конечно, я задумалась, потому что это были прекрасные школы, условия. А в начале 90-х в Казахстане, как вы, мои ровесники, помните, и было и криминально, и с школами, так сказать, была проблема. И, естественно, уже в 1993 году моя 14-летняя дочь Эльвира стала первой девочкой из Казахстана, которая поступила в швейцарский колледж-интернат. И на тот момент моя дочь уже еще не владела иностранными языками. Она весь этот начальный период, примерно 3 месяца, часто плакала. К тому же это был пубертатный, вот у нее такой период тинейджерства, довольно яркий. Вот у моей доченьки она такая энергичная, по зодиаку львица. И, конечно, перфекционистка, ей хотелось... она за 3 месяца, ей удалось освоить английский язык, и все наладилось, потому что появилась возможность общаться и понимать уже ментальность той среды, в которую я ее отправила в таком юном возрасте. В американской школе в Швейцарии, в которой она начала учебу, наша дочь, кроме нашей дочери, было много детей, достаточно много детей из Российской Федерации, из каких-то провинциальных таких регионов. Из Казахстана девочек не было. Требования школы, и условия в школе, как мне казалось изначально, были прекрасными. Сама природа, сам подход, много спорта, иностранные языки и внимательные учителя. Но девочке было некомфортно. И в следующий раз, в очередной раз, когда я навестила дочь вместе с представителем австрийской компании Siemens, с которыми на тот момент у нас были партнерские рабочие отношения, с мистером Ландау, он на тот момент мне сказал, что школа напоминает ему американскую армию, что если девочке некомфортно, лучше поменять школу, потому что у меня присутствовала такая мотивация, надо советского человека. Вот сейчас у меня совершенно другое уже понимание и менталитет. Жизнь одна, и надо внимательно относиться к тому, чтобы ребенку было комфортно, и чтобы было полное такое сочетание и качества учебы, и комфортной среды. Вот так наша дочь на следующий год была принята в школу-интернат уже для девочек, исключительно для девочек. Там было несколько мальчиков, школа пыталась перестроиться. И эта школа выглядела, ее принцип напоминал Смольный институт для благородных девиц. И эта школа уже находилась возле города Лозанна. К сожалению, этой школы уже больше нет, она не выдержала экономического кризиса. И это была удивительная, красивая школа, в которой учились девочки из Латинской Америки, принцессы из стран Гольфа и Европы.
На тот момент правнучка Наполеона училась также в этой школе. Это было, еще раз хочу подчеркнуть, в начале 90-х годов. После первой моей поездки в Монтрео в последующем у меня сложилась великолепная коммуникация с представителями японского торгового дома Sony. Так что поездка была результативной. В 1994-1995 годах совместно с компанией Sony, будучи руководителем Республиканской корпорации телевидения и радио Казахстана, мы отрабатывали бартерный контракт. В то время с иностранной валютой в бюджете были проблемы. То есть предполагалось, что за небольшой, то есть соответствующий, не буду уточнять, просто скажу, за небольшой объем нефти мы могли купить, можно сказать так, модерновое, современное, технологически, последнее поколение телевизионного оборудования для РК-ТРК Казахстана. Это было довольно сложно, этот процесс подготовки контракта, потому что было много, как говорится в народе, палок в колеса со стороны Министерства финансов, энергетики Казахстана. И в целом кабинета министров в то время Акижана Махжановича Кашгельдина. Но основным препятствием, как я сейчас понимаю, это было желание команды Назарбаева. 100% я выложилась в проекте модернизации, подготовки, реконструкции Гостелерадио Казахской ССР. Это что отняло у меня много времени, сил, отвлекло меня, вообще лишило мой бизнес на какой-то период развития в моих частных интересах. Я работала тогда на государственный интерес и полностью выкладывалась. И это был без ложной скромности скажу, это было очень профессионально. И на эту подготовленную мной почву Назарбаев посадил Даригу Назарбаеву, что, в общем-то, всем известно. А для нее, конечно, все двери были открыты, и бюджет, государственный бюджет в том числе был в помощь. Далее, конечно же, мне часто доводилось посещать этот прекрасный город Монтрео. В общем, есть много и приятных воспоминаний. Мы полюбили посещать с моими детьми, когда я приезжала из Казахстана, навещала их в Швейцарии. Собственно, мой бизнес ювелирный, часовой и этот фэшн-бизнес был связан с Швейцарией, Францией и Италией. Поэтому я могла без проблем посещать своих детей во время их учебы. То есть они не были обделены, конечно, моим вниманием. Друзья, выехали в Монтрео, швейцарский Монтрео, на встречу с друзьями. И погода, хотела заснять для вас весь маршрут. Буду снимать, но погода не радует. За бортом плотный дождь, как вы можете видеть, уважаемые подписчики, слушатели. И
ну, как бы все равно жизнь идет, все мы движемся по своему, как бы, графику и планам. Навигатор нам говорит, что нам осталось проехать 92 километра, а вообще расстояние от Женевы до города Монтрё занимает час 30 минут. Но с учетом того, что идет дождь, конечно, мы двигаемся медленнее, и этого не учли, и мы реально опаздываем. Вдоль трассы вот сейчас участками идет дождь, а в каких-то участках вдоль дороги меньше дождя. Вот это и есть страна микроклиматов, горная страна. Слева вы можете видеть промышленный район, фабрики, какие-то заводы, логистические центры. Почему я на это обращаю внимание? Мне потому что задали однажды вопрос: покажите фабрики и заводы. Ну вот они примерно так выглядят, как вы можете видеть вот слева. Но я не видела на самом деле заводов тяжелой промышленности, как-то не встречалось мне. А вот фабрики легкой промышленности, вот они примерно выглядят так. Как вы видите, дороги с развилками сложными, с разъездами. И очень важно, чтобы еще более не опаздывать, быть внимательным и чтобы не сбиться с маршрута. Дороги постоянно ремонтируют, улучшают, расширяют, модернизируют. Это постоянно нужно наблюдать, но все это идет деликатно. Вот обратите внимание, можно сказать, аккуратно, продуманно. Здесь, видимо, ремонтируется туннель, меняется, очевидно, его облицовка. Вот мы уже въехали в Монтрё. И я предлагаю, дорогие друзья, просто полюбоваться этим городом. Это город богатый, он привлекает сюда обеспеченных жителей, иностранцев. Именно в этом городе существует некая такая квота, недвижимости элитной, на которой есть разрешение на покупку иностранным гражданам. Но это дорогая недвижимость. Очевидно, город Монтрё, его власти заинтересованы в привлечении платежеспособных налогоплательщиков, то есть которые платят высокую ставку налога. Здесь, как правило, в Швейцарии есть такая возможность обсудить ставки налогов в начале, как бы до получения вида на жительство. Вот что это позволяет поддерживать вот этот город в роскошном состоянии, ремонтировать, как бы реставрировать то, что есть, ну, в какой-то степени еще как-то развиваться, потому что, в принципе, они не строят вот эти человейники, как у нас в Алматы говорят, настроили человейники. Нет, здесь такого нет. И просто это развитие, улучшение инфраструктуры и поддержание вот какого-то архитектурного, наверное, фонда исторического для этого города, озеленения, в общем-то, благоустройство, можно так сказать. Здесь же они проводят международную вот эту выставку, как бы экспо, которая посвящена профессиональному телевидению, а также Монтрё известен международным фестивалем музыки. В такой приятный сезон, что привлекает очень много туристов, поклонников. Это, по-моему, джазовый фестиваль.
Вот мы можем видеть на реставрации слева шикарный отель Монтрео Палас, но он сейчас на реставрации фасада, очевидно. В Монтрео есть известные учебные заведения различного уровня, школы частные, известные, в общем-то, клиники очень известные, в частности, по омоложению, частно практикующие известные доктора. В общем-то, этот город привлекает различным спектром интересов для иностранцев. Мы сейчас движемся к своей цели назначения, прибытия. И нам нужно запарковаться в крытом паркинге. Мы едем навстречу с прелестной дамой, которая имеет азербайджанские корни. И она пригласила нас навстречу в иранский ресторан, который входит, наверное, в десятку лучших ресторанов города Монтрео. Разнообразие меню, сама подача, атмосфера в этом ресторане настолько нас расслабила, и после напряженной дороги, и, очевидно, проголодавшись, я абсолютно забыла, что я блогер, и не сняла для вас видео и даже фотографии. Я взяла фотографии из интернета этого известного ресторана, в который приезжают и из Женевы покушать. Кухня великолепная. А мы возвращаемся уже. И в связи с тем, что погода все-таки капризничает, и было объявление о том, что на основной федеральной трассе стоит большая пробка из-за аварии. Мы принимаем решение вместе с нашей хорошей знакомой возвращаться по вторичной трассе, которую я все время обещаю своим подписчикам показать. Это бесплатная дорога, и она проходит от Монтрео, в частности, до Женевы. Она идет вдоль озера. И вы сможете видеть сплошной ряд с обоих сторон жилых домов. Один город сменяет другой город или деревушки. На самом деле это маленькие города. И здесь трудно понять, какой город в какой переходит. При такой записи. Тем более я сократила ее, чтобы в этот раз не грузить своих подписчиков двухчасовыми видео. Это сокращенное видео. Мы проезжаем для нас известные места. В каких-то, допустим, в роли учились наши сыновья. И когда мы приезжали, в большей степени чаще приезжала я к детям, когда они учились. Мы вместе посещали какие-то ресторанчики, ездили в какие-то как раз близлежащие города.
И мне это все очень трогательно вспоминать. Конечно, все это мы еще раз, надеюсь, вместе с вами проедем более подробно, с остановками в прекрасную погоду. Друзья, вот я ранее обещала рассказать, как оплачивается движение по дорогам Швейцарии. Это происходит оплата раз в год. Вот на 25-й год это стоило 43 франка. И после чего вы покупаете вот при оплате вот такую наклейку, и это говорит о том, что вы оплатили свой взнос и имеете право вот пользоваться всеми трассами автомобильными и основными, и второстепенными в Швейцарии. Это очень удобно, потому что мы с вами вот путешествовали по Италии, и вы видели, как это сложно, ну и, я бы сказала, даже утомительно, особенно для людей, которые живут в других странах, где не существуют такие правила, и в качестве туристов арендуют автомобили, путешествуют. Это довольно сложно. Нужно иметь кредитные карты, нужно, значит, понимать, сколько это будет стоить. И, в общем-то, это достаточно напряженно, мне кажется. И мало того, что это дорого. Вот наша автомобильная последняя поездка, ну, на мой расчет, вот, который я вела, я думаю, что это могло быть немного больше. Просто какие-то квитанции, возможно, не сохранились. Это нам обошлось примерно около 180 евро. А вы по Швейцарии можете приобрести вот этот абонемент годовой и путешествовать по прекрасным, качественным автотрассам. Мы продолжаем двигаться в направлении Женевы. Видите, что это довольно качественная все равно дорога, комфортная. Но вот какие-то видеокадры я специально не вырезала, оставляла вот справа виноградники для того, чтобы дать вам представление, что все-таки в Швейцарии в какой-то степени это фермерская, аграрная страна, и как бережно относится к природе. Вот это очередная клумба-развязка. Очень они мне нравятся. Каждый раз у всех, ну, на каждом участке они разные. И вот очередной город. Мы проезжаем. Ну, вот здесь новое жилье строится.
Друзья, мы сейчас приближаемся к одному месту, маркетплейсу для садоводов, для ландшафтных дизайнеров и просто для людей, которые любят заниматься садом или дома выращивают цветы. Называется Шиллингер. Это место даже интересно для того, чтобы в выходной день посетить. Там есть зоомагазин с детьми. Ну, в общем, все это целое такое большое пространство для любителей дач, садоводов и для просто любителей цветов, деревьев. И мы скоро с вами подъедем к очередному месту, где мы сделаем остановку. Пойдемте. Это отель. Здесь у них вот бассейн. Это вот тоже отельного этого. То есть некоторые снимают целую виллу здесь, да? Ага. Я думаю, он 4-звездочный, потому что тут нет этого. Звезд. Здесь нет внутреннего бассейна, спа нет. Ведь когда 5-звездочные делают, они делают, там должно быть обязательно комплекс. Здесь спа нету, например. Но расположение здесь шикарное. А что значит 8? Он называется так? Где-то 8. А вот на... Я не знаю, что такое. Я не знаю, что это за 8, моя дорогая. Здесь ресторан, бар. Потом здесь нет начеплено, они прям на озере. Мы с тобой были же здесь. Это небольшая экскурсия по внутреннему убранству вот этого небольшого, довольно уютного отеля. Наша знакомая показывает нам великолепный вид на озеро, рассказывает, что там очень уютный пляж. Ну, в баре прекрасные коктейли. Мы прощаемся с этой прелестной, замечательной женщиной, моей подругой, очень близкой, и возвращаемся в город Женева. Конечно, день был прекрасный, но погода была не самая благоприятная. Но я счастлива, что мне удалось в этих условиях снять для вас, мои дорогие, уважаемые подписчики, видео. Самое главное же, ведь это, чтобы на душе, на сердце было тепло от общения. Вот самое главное – это хорошее, теплое отношение, доброе общение, взаимопонимание. А вот в среду 17 апреля, уже следующей недели, я запланировала, если кто следит за моим видео, уже забрать свои вещи из ателье, которые заждались меня из-за поездок, а также снять для канала видео, а также было важно сделать закуп продуктов, так как в пятницу, 18 апреля, в Швейцарии все магазины будут закрыты. Друзья, мы проехали вот мэрию нашей коммуны, а это вот пасхальный заяц, очень симпатичный, мне нравится. И направляемся в центр города Женева. Друзья, впереди знаменитый швейцарский фонтан. Все мои подписчики с ним хорошо уже знакомы. Я постараюсь делать как можно меньше комментариев, чтобы вы просто насладились этим видео.
это прозрачный лифт ведет к кассам подземного паркинга Монблан, который находится под озером. Это я уже забираю свои вещи в ателье. Теперь мы уже в городе и направляемся в мясную лавку. Это известная такая мясная лавка с выбором ассортиментов свежей мясных продуктов, разных видов мяса. И также, как бы своего рода, как у нас раньше говорили, кулинарии. Полуфабрикатов, наверное, так сказать правильно. Но это вот просто, если вам интересно, мои дорогие слушатели, я вам это быстренько показываю. И вот мы выезжаем уже из парковки и двигаемся в направление коммуни Весна, в которой находится такое сосредоточение крупных супермаркетов. Вот мы уже, сделали кое-какие закупки дополнительные и столкнулись с трафиком в паркинге, потому что большое количество машин выезжает, въезжает, и накануне, правильно сказать, лонг-уикенда, длительных выходных, праздничных дней. Итак, таковыми были события нашей недели. Спасибо, если вы посмотрели это видео до конца. И, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Подписка, лайки и комментарии приветствуются. Желаю всем нам, дорогие друзья, всем нам, добрым людям, мира, торжества доброты и справедливости в этом довольно жестком мире. Всем, друзья,
здоровья и процветания нашей Родине с вами. И у каждого, конечно, своя Родина, но у нас одна общая Родина – это Земля. И вот на такой высокой ноте я прощаюсь с вами, дорогие слушатели моего канала, и желаю вам всех благ.